Всем привет, это новая серия, и она будет сегодня про 110-й Марк, который мы строим под РДС. Я приехал сейчас навестить, как он, проверить каркас, и мы будем сидушку примерять по высоте, чтобы сварить центральную перекладину под ремни. В общем, каркас вы можете видеть, он с двойным крестом, все как надо. Здесь еще процесс обварки идет. Сейчас примеряли ковш, выставляли центральную дугу, чтобы можно было ремни завязать не сильно высоко и не сильно низко. Так, спереди у нас здесь такие вот отверстия прикольные. Здесь все отлично. Сейчас доваривается вот эта дуга крепления руля. Будем что-то делать с радиатором. Вот здесь небольшой кастом и сразу будем красить. Двигатель почти готов. Ну и в принципе можно врываться в сезон 2023. Короче, каркас топовый. Очень крутой, мне очень нравится. Я думаю, клиенту нашему тоже очень понравится. То, что делаем как для себя. Вы видели, сколько мы ждали очередь, и эта очередь была реально не зря. Это все отсканировано, сделано на 3D модель, все вырезано лазером и все проварено аргончиком. Машина, скорее всего, поедет в конце сезона, если все будет хорошо. А сейчас мы перемещаемся в бокс. С бокса включения не произошло, зато произошло со Змеинки. Сейчас пацаны тренируются, сегодня у нас среда. Кирюха полетел, хочет выигрывать. 2 GZ Atma по сухому. Для Атма хорошо. Тут у нас, короче, потоп произошел. Видимо, то, что обвал грунта, там все засорилось, и вот такая вот фигня. На трассе есть даже лужа. Будем что-то с этим решать, но уже по ходу тренировки. Напоминаю, в эти выходные у нас первый этап IDC 2022. Надо подготовить весь трек, все зоны промаркировать. Короче, есть много дел. В этом году мы все хотим сделать официально. Будет скорая, будут маршалы. Поэтому посмотрим, как это повлияет на уровень мероприятия. Давай. Что, добываешь? В общем, миссия по спасению колодца не удалась. Как была вода на треке, так она и осталась. А у нас идут полным ходом подготовки. Сейчас я на Змеинке. На треке по-прежнему лужа, которая не дает нам покоя. Вот это все течет и все вниз. Надо как-то это устранить, пока не знаем как. Колодец ковыряли, но это не дает результатов. Сейчас будем туда что-нибудь кидать, бомбочки или динамит. Я даже не знаю, что. Надо что-то делать с этим. Еще у нас в планах отметить клиппинг зоны, обновить разметочку. Ну и в принципе мы готовы. Ну и самое сложное — это ограждение, которое мы будем выставлять в субботу. А в воскресенье уже будет день мероприятия. Ну что, процесс пошел, подготавливаем трассу под завтрашние соревнования. Абака тут красит разметочку. Вообще красиво, нормально, все, брат, так и делаем, все четко. Пацаны там копают, зона вылета. Натянули вот так сетку, чтобы завтра никто не выходил. Короче, докрашиваем уже трек, ограждение поставили. Здесь сейчас рисуем разметочку. Чуть-чуть осталось и будем собираться уже. По темноте даже уже не видно, куда рисовать, но мы все равно рисуем. А завтра после всего этого нам еще это предстоит убрать. Все, включение завтра. Короче, вот все наши участники, сегодня 23 человека, 24-й не подъехал. Сейчас будет квалификация. Так вот у нас выглядит техпарк. Народу очень много, просто один на одном. Ой, хорошо полил. Короче, награждение прошло успешно. И в принципе этап хорошо прошел. Сейчас сматываем все оборудование и катаемся в тренировку. Yo, you wanna see something cool? No? Well, I'm gonna do it anyway. Step into the scene. No, nobody can do it like me. Zoop house plate with the kick was Z. I was the black top king. 360s in my green machine. I was a kid and I was breaking down doors. Sitting in tribe, now we on a world tour. We gave him hell and now we gonna give him more. JVB, Mighty Morphin like Megazord. Yo, power like Ranger, range like Rover, strong bulldozer. Autobots roll out, hit the scene. Fresh racks on the paint, it's clean. Will the gang light up the tires? The JC's popping and spitting out fire. Never retire, stare and admire. My trip don't expire. Oh my God, that is fire.
Ну, в общем, сейчас самое сложное сделали. Это убрали все ограждение, подобрали весь мусор, который был. Сейчас народ разъедется, мы еще чуть покатаемся. И уже будем врываться в завтрашний день. Не знаю, что он нам преподнесет, а вы увидите это уже сейчас. Всем привет! Сегодня мы занимаемся Сильвией, Димон, Саня, все здесь. Короче, нашли лайфхак, покрыли наклейку ремувером, и она начала вообще вот сниматься прям вот так. И просто как сопля. Я думал, будет сложнее, потому что на самом деле весь этот карбон, он пошел трещинами, он высох, и мы его не могли снять. А ремувер его просто офигенно подорвал, поэтому мы сейчас быстренько все сделаем. У меня что-то случилось с камерой на самом интересном месте. В общем, нам привезли 110-ка, загнали его сюда. Здесь у нас новая зона. Здесь лежат расширения с Альтезы. Они еще не шкурены, только покрашены. Я все сделал. Бампера, пороги, короче, все сделал. Полностью все готово. Тачка сейчас стоит в боксе. Мы ей будем завтра плотно заниматься. Пока нового ничего не было. Сегодня вот съездил на мойку, чуть ее помыл. Надо закрепить аккумулятор, обшивку в багажнике дособрать. Ну и мы будем клеить винил. Это уже будет чуть позже. По 110-ку. Работ очень много. Сварили нам вот такой каркас. Зацените швы. Здесь у нас по бичу будет бак от GZX 90. Так примерно он будет расположен. В целом все хорошо встает. Мы его чуть под каркас подведем, и будет все хорошо. Также здесь будет радиатор, сзади просто башбар. С этой частью мы пока что работать не будем. Firewall, скорее всего, какой-то будет, но пока не точно. По-хорошему бы ставить сюда бак какой-нибудь сразу спортивный и все вот эти пироги, но пока на это финансов нет. У нас здесь вот такой вот именной ярлычок. Можно посмотреть F001, это значит, что наш каркас первый. Здесь у нас нестандартный крест, для того, чтобы водитель мог легко садиться и вылазить с тачки. Сверху у нас не крест, а две галки. Это сделано для того, чтобы максимум освободить место в салоне. Задние две дуги под ремни. Здесь у нас крепление рулевой рейки вот такое вот установлено. Все на хомутах, все как положено, все как нужно. Печка у нас будет тоже штатная стоять, все оставляем. Сейчас нам нужно будет проработать туннель, чтобы печка оставалась. Ну и всякие такие моментики по кузову потом сразу поедет в покрас. Но самое главное, что мотор стоит нетронутый для этой машины. А это значит, что поедет он еще не очень скоро. Ждем выхлоп и кое-какие запчасти и начинаем его сборку. Итак, у нас включение из бокса. Стоит Альтеза. Полностью отполирована. Распечатанная картинка, правда, она черно-белая, но нам это не помешает ее поклеить. Все подготовили, все вышкурили, все покрасили. Все, сегодня клеим пленку. Сейчас соберу бампер, соберу расширение. Пленка вот здесь, ее нужно будет размотать, чтобы она в себя пришла. Ну и, в принципе, можно начинать. Еще за кадром я купил Ганадоры оригинальные. Можно увидеть вот номер кузова. Их покрасил в грунт, сейчас они пока в грунте, сегодня перетру и, возможно, сегодня покрашу. Пришедший 110 с каркаса пока ожидает, пока мы закончим с этим и еще вон с тем. Машин хватает, работы много, поэтому камера включается очень редко, только по каким-то очень важным случаям. Процесс вовсю идет, клеим, но все оказалось не так просто. Поклеили эту сторону, она у нас вышла косячной. Во-первых, мы здесь отрезали слишком рано, начали с полос и сюда натянули. И, короче, получилось не очень красиво. Эту часть мы перепечатаем и поклеим снова, потому что у нас нету места для второй части. Ну что, можно сказать, почти все готово. Одна сторона. Сейчас клеим звездочки, финишный момент. Потом покажу. Очень сложно. Эта сторона вообще не готова. Мы тут чуть-чуть потренировались, так сказать. И левую сторону уже сделали хорошо. Итак, что у нас по обклейке? Обклейка почти закончена. Эта сторона вся готова. Все везде обрезалось. Осталось прикрутить расширение. В общем, все офигенно. Мне очень нравится. Сейчас сняли порог, там прогреваем. Но есть загвоздка во всем этом. И сегодня уже 4-й день поклейки. Все из-за того, что у нас не пошла. А именно у нас не пошла левая сторона. Сначала мы наклеили здесь неправильно, сняли. Кстати, можно заметить, что при съеме подрывает немножко краску с порога. Перепечатали, но нам перепечатали правую сторону. Поэтому сейчас курьер везет мне именно эту сторону. Здесь мы тоже вчера все закончили относительно, но здесь пошел небольшой просак. Вот в этом месте мы слишком вывели назад, и у нас получилась слишком длинная полоса. Если посмотреть на эту сторону, то здесь маленький хвостик. Вообще этого в принципе не видно, но я хотел сделать так, чтобы было прям идеал. Поэтому сейчас вот это я отклеиваю. Надеюсь, здесь краску не подорвет. В принципе, фендер нормально высох. Это с порогами были вопросы. И все, сегодня это переклеим, наклеим передок и передний бампер. С этим закончим. Еще я сделал копию Ганадоров на Альтезу. Выглядит она вот так. Здесь получается за основу взято ушко и на него смоделировано и напечатано на 3D принтере крепление. Встает оно в идеал, все отлично подходит, нормальный горизонт не завален. В общем, такое ушко стоит 30 тысяч, подходит на 110 и на Альтезу. Еще у нас есть на S13, на 180 SX и на R32. Скоро будут, наверное, 90 сотый кузов. Регулировка у них просто на шарнире,
как вам надо, выстраиваете и поехали. Также они есть под левый руль и под правый руль. В целом здесь нужно только поработать с вот этим местом, потому что это 3D принтер, чуть-чуть пошоркать и покрасить. Встают идеально. Но я хотел себе именно оригинал, я давно искал, не мог найти. Цены были там за 100 и все под заказ. Но выстрелил вариант, который я поехал, сразу забрал. Вот они висят, отдыхают. Так вот я их покрасил в цвет кузова. Походу даже полировать не придется, но мы все равно заполируем. Еще из новостей. Мы приступим к сборке мотора. 110-й кузов сейчас нужно проектировать бак, радиаторы, все дела. Но этим мы займемся чуть позже, как только я закончу альтезу. Я хочу ее закончить, выкатить, чтобы она уже была готова. Здесь у нас, как обычно, сервак. В процессе ариста работаем, занимаемся. Тут есть нюансики, которые сегодня доделаем. Паркинг почти полупустой. Бэха завтра заезжает, мы ставим на ход и отпускаем. Креста сегодня заберут. По Лауреле очень большая работа предстоит. Нам нужно чуть повозиться. Он на эсере, короче, под зимние соревы. В общем, есть с чем поиграться. Здесь у нас чайзер, тоже нужно отдать клиенту, все готово. 110 марк Пахи. Это, кстати, тот 110 марк, который мы брали для скана, для нашего марка. Вот так он преобразился. Подвырезали его чуть-чуть, поставили коробку. Будет хасанить. Тут Санина помойка, Санина помойка, Михина помойка. Как-то так. В принципе, все идет своим чередом. Все, увидимся позже. Привет. Ну что, можно презентовать? Альтеза готова. Уже прокатились. Все на своих местах, все стоит, все хорошо, все поклеили. И Ганадоры здесь вообще в тему залетели. Просто топ. Мне очень нравится. Сейчас приложу пару фоток. Еще потом поедем нормально пофотаемся, нормально снимем видосик. Под капотом у нас все то же самое. Поменял нулевик, новый поставил. Шестеренку разрезную. В этом сезоне изменений особо никаких не будет. Единственное, что я поменяю, это форсунки. Поставлю тысячные другие. И сейчас стоят Bosch, я поставлю тоже Bosch, только под названием SS Performance. В багажнике теперь у меня всегда с собой ведро, чтобы можно было заехать на мойку, все это дело помыть. Поставил полностью всю обшивку, аккумулятор закрепил. Здесь сделал отверстие, чтобы можно было стойки репетировать по жесткости. Выглядит очень красиво, мне нравится. Ну, в салоне тоже все без изменений. Скоро еще ручник до кола появится. Это включение из бокса. На улице идет дождь. Как вы можете заметить, Силия стоит уже в обвесе, потому что обвес не пришел. Это частично. Там еще есть пороги, задний бампер, короче, все, почти весь пластик я уже собрал. Осталось все закрепить и покрасить. В боксе у нас кипит работа. Стоит сотик на установку стелса и 30-ки. Я уже практически закончил. Здесь немножко осталось. С пайпами чуть поиграться, радиатор и шелзеху подключить со стелсом. Тачка на автомате, поедет что-то около драга, потом, возможно, поставит коробку. Здесь у нас 110-я школа. Обслуживаем ГРМ. Можно видеть, что он тут мокрый. Так ездить нельзя, может провернуть. Ремень тоже весь в масле. Здесь у нас клиентский чайзер GZX-100, готов к выдаче. Были небольшие проблемы с электрикой, все починили, все сделали. А именно, не горели стопы и не работал спидометр. Сейчас осталось подсобрать салон и выкатываем. Но эта машина нашего постоянного клиента, и он не хочет забирать машину. То есть он ее просто оставляет, говорит, я что-нибудь придумаю вам, вы мне сделаете. Машина стоит, он привозит какие-то запчасти, мы их ставим. Под вечер появился настрой подснять. В общем, приступили наконец-таки к мотору с GZX 110. Сегодня все раскидал. Завтра повезу запчасти в Аквабласт половину сам отмою. Будем подкидывать вкладыши, не вкладыши, все дела. Как вы можете заметить, мы чуть-чуть обновили пол. Точнее, даже не чуть-чуть, а полностью весь покрасили. Сегодня второй день. Пол как бы чуть-чуть уже пачкается, но ничего страшного. Лучше, чем разводы, пятна и так далее. 110-ик уже в полете. Мы его подняли по низу, будем кое-какие работы делать. Расширять туннель. Дальше будет кастом. После кастома покраска, после покраски уже будем что-то там собирать, пытаться. Почему говорю пытаться? Потому что такую машину не собирали. Понимание есть, но как это будет на практике, непонятно. А еще одна новость, так быстренько покажу. Купил вот такой вот моторчик. Здесь вот что-то такая крышка интересная, и в ней написано 3000. Видимо, $3000 она стоит. На самом деле, это мотор пойдет в Сильвию. Хотел в Альтезу, но передумал. Слишком много заморочек по переделке. Этот мотор обслужится, будет на сингле, станет в сливу и полетит. Этот мотор ТТшный, который стоял в сливе в продаже. Пока не знаю, сколько продавать. Как-то так, вот такой расклад. Встретимся позже. Короче, 32 участника, будет топ-32. Завтра день X, народу очень много. Я не знаю, еще ни разу с таким количеством ребят не работал. Попробуем все сделать по высшему уровню. Кстати, теперь у нас кофемашина есть. Можно купить поесть, попить. Сейчас у нас будет регистрация участников. Пацаны вот подъезжают потихонечку. Сегодня у нас 31 участник, один техсход. Ну, получается, 31 будет всего человек. Вообще должно быть 32 было. Почти всех участников зарегистрировали, еще не все, конечно. И пошел дождь. Короче, чуваки на атмотачках сейчас ликуют. Но не знаю, насколько долго это продлится.
У нас парад участников. Сейчас вот 13-е. учимся выставляться. Сейчас всех выставим, объявим и после этого начнем соревнования. У нас уже идет награждение. Сегодня очень много народу собралось. Жарко, капец, сгорели полностью. Вот наши 3 победителя. Это Игорь Серпуховитов, Максим Седых и Вовчик. Еще был Игорь Латышев, он боролся до последнего, но что-то не пошла. В следующий раз победит. Игореха, так как ты выиграл квалификацию... Мне 2, да? Тебе 2, да. Но... Быстрее! Быстрее! Он старается? Короче, как-то вот так этап прошел. Калинейка, Ярославна Василь. Над Пенсилием. Малышев Сергей. Владимир Владимир. Есть.